Почему окисляется организм? Для чего надо ощелачивать организм? Как ощелачивать кислотность организма? Начнем с того, что Окисление организма человека– это нормальный метаболический процесс, но его избыток, окислительный стресс или смещение кислотно-щелочного баланса в кислую сторону, ацидоз, из-за неправильного питания, стресса, плохой экологии, может привести к усталости, проблемам с кожей, пищеварением, костями и снижению иммунитета. Это состояние возникает из-за дисбаланса между свободными радикалами и антиоксидантами, а также избытка закисляющих продуктов– мясо, сахар, кофе. Лечится коррекцией диеты, уменьшением стресса, достаточным питьем и физической активностью. Изучая разные традиции, разные культуры, методы по развитию, методы по самосовершенствованию, сразу видно, что они делятся условно на внешнее и внутреннее. Внешнее — это когда мы соблюдаем диеты, посты, голодание, травы, внутренние чистки. Внутреннее — это уже практика. Это могут быть практики дыхания, это могут быть практики укрепления нервной системы посредством балансировки полушарий мозга и многие другие энергетические практики и медитативные. Основной инструмент оздоровления человека, на мой взгляд, это всегда будет дыхание. Жизнь — это граница между выдохом и вдохом, то есть задержка дыхания. И точно так же, как профессор Бутейко в Академгородке в Новосибирске лечил все заболевания только посредством дыхательной практики. Дыхательных практик есть несколько вариантов, а каждый из них будет ссылка под видео. Это и метод Вима Хофа, который основан на глубоких вдохах и максимальной задержке дыхания на выдохе. Есть варианты с одинаковой задержкой дыхания на вдохе и выдохе. Какой лучше подойдет именно вам, вы сможете посмотреть в описании к видео. В этом видео мы рассмотрим именно ощелачивание организма, которое в большинстве случаев ведет к улучшению здоровья и излечению большинства болезней, ведь их развитие происходит именно в кислотной среде, а щелочная просто уничтожает. Благо дыханием может управлять каждый человек в любом возрасте и в любом состоянии здоровья. Это тот инструмент, который дала нам сама природа, самостоятельно себя лечить, самостоятельно увеличивать жизненный потенциал, самостоятельно избавляться от напряжений и боли тела, психики, ума и возвращать себе ясность, глубину мышления, скорость мышления и мудрость. Все можно сделать посредством дыхания. Сначала, наверное, расскажу про принципы недугов человека. Считается, что все болезни от человека кроются в длительном отравлении организма мертвой нездоровой пищей, в результате чего наш организм переходит от здорового щелочного режима во вредный кислотный, что и является идеальной средой для развития вирусов, бактерий и паразитов. То есть любая атака микробами клеток нашего тела уже как катализатор и провоцирует развитие вирусов. Но они сами по себе не атакуют наше тело. Они в нашем теле начинают возникать и размножаться, потому что мы сами создали условия для их размножения, создаем кислую среду. И вот после процесса пищеварения в организм вырабатывает 3 яда – слизь, кислоты и газы. По мере их накопления мы закисляемся и заболеваем. По мере очищения мы начинаем оздоравливаться. Это если очень просто. Первое. Мы себя закисляем, разрушаем, употребляя тяжелую пищу, либо переедаем. Второе. Мы себя можем разрушать, закислять, эмоционируя, раздражаясь, когда наше внимание хаотично возбуждено. Ученые много раз изучали, что больше закисляет организм, и во всех случаях приходили к выводу, что на самом деле нас быстрее закисляет страх, стресс, эмоции. Поэтому выражения «все болезни от нервов» бьют в точку. Бывают такие моменты, когда 2 человека в одном месте живут. Это может быть, допустим, муж с женой. Один заболел, другой нет. И вот тот, кто заболел, у него преобладает кислотная среда, а тот, кто не заболел, находится в щелочной. Болезни подобны листьям на дереве, их просто тьма. Болезней 1000, а здоровье одно. Вместо того, чтобы, как говорится, бегать за болезнями, понимая природу здоровья, можно напрямую на него влиять. То есть кислотно-щелочное равновесие, по мере ощелачивания организма, мы, неважно какое было заболевание, какой был недуг, начинаем выздоравливать, так как любая болезнь – это закисление. Больные почки – закисление, больное сердце – закисление сердечно-сосудистой
системы. А в щелочной среде мы начинаем оздоравливать организм, неважно, какая была природа, какой орган, что именно болело. Мы целостно начинаем выздоравливать. У каждого органа, у каждой железы есть свой диапазон pH, кислотно-щелочного равновесия, но влияя на общий pH СО2 в нашем организме, мы начинаем выздоравливать. Быстрее всего в вопросе ощелачивания работает пихта. Пихтовые бальзамы, такие черные, как деготь, пьется 1 чайная ложка на стакан теплой воды. Если теплый, он пьется очень хорошо, надо подобрать по вкусу, чтобы был сладкий. Если горький, значит большая доза. У нас еще pH не соответствует, надо уменьшить. А если добавить в теплую воду, тогда он еще будет приобретать легкий вкус кофе, но не так закисляет, как само кофе. Теперь по сыроедению. Многие избрали этот путь оздоровления. Питание — это не так про то, что мы едим, а про то, что усваивает организм. При дыхательных практиках ваш организм сам подскажет, что хорошо усваивается, а что плохо. В кислой среде мы плохо усваиваем, и нам необходима тяжелая пища. В щелочной среде мы быстрее усваиваем, быстрее метаболизм, и мы способны без стрессов для тела, психики, ума перейти на вегетарианство либо на сыроедение. Есть просто горе-вегетарианцы, которые в кислой среде пытаются перейти на здоровое питание, и тогда переход будет со стрессом для тела и психики ума. Мы пытаемся менять в питание подобно строительству красивого дома, но нет смысла строить красивый дом на болоте, должен быть фундамент, а за фундаментом никто не говорит, ничто не смотрит, а фундамент можно строить только практикой, то есть только дыханием и очищением организма, очистки кишечника, травами, продуктами. Как пробить энергетические блоки при помощи дыхания. А энергетические блоки напрямую зависят от нашего сердечного состояния. А у нас либо любовь, либо страх. Пробоины в поле — это следствие нашего закрытого сердца. При правильном подходе нам не нужны никакие ни защиты, ни шаманизм, ни аффирмации, ни там браслеты магические, чтобы там защищаться. Защищается слабый сердцем. Вот, мы когда в сердце, мы защищены, и наша энергетика целостная. Если у нас тяжко на сердце, груз, боль, обиды, тогда мы вынуждены заниматься вторичными практиками, энергетическими, медитативными, визуальными, точнее крася золото золотой краской. Медитация, конечно, если реализована, то это тоже высокий уровень, а либо энергетическими. Поэтому корневой метод в здоровье — это ощелачивание, а корневой метод в энергетическом здоровье — это Дыхательные сердце. упражнения насыщают ткани кислородом, улучшают работу легких и сердца, снижают стресс, тревожность и бессонницу, укрепляют иммунитет и концентрацию внимания, помогают при заболеваниях дыхательной и нервной систем, а также улучшают пищеварение и физическую выносливость благодаря правильному газообмену и успокоению нервной системы. При регулярных занятиях дыхательными упражнениями можно избавить легкие от застоявшегося воздуха, повысить насыщаемость кислородом и заставить диафрагму нормально работать. Дыхание — это то, что дала нам природа. Давайте его использовать по назначению и не только лечиться, но и делать профилактику каждой клетки нашего организма.